На протяжении веков морской жемчуг был желанным камнем в украшениях королей и знати, а также надежным средством сжать крупные суммы денег, в первую очередь в золоте, до размеров мешочка с жемчужинами. Ну а зачем? Нетрудно догадаться. В наши дни жемчуг почти не ловят, это запрещено многими законами. Но в начале 20 века жемчуг начали культивировать на жемчужных фермах. Самый дорогой из всех культивируемых видов жемчуга – это жемчуг южных морей. В этом видео как выглядит процесс формирования жемчужин, действительно ли то, что он ничем не отличается от дикого морского жемчуга, какие вообще есть виды культивируемого жемчуга сегодня, сколько стоит жемчуг южных морей высокого качества, по каким характеристикам оценивают жемчуг южных морей, возможно ли сейчас в России найти жемчуг южных морей высокого качества с гемологическими сертификатами. Сейчас буквально в течение 20 секунд представлюсь для тех, кто меня не знает. Никуда не переключайтесь. Меня зовут Ольга Меликян. Я гемолог, специалист по драгоценным камням и самоцветам. В 2004 году с красным дипломом я окончила магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета по специализации гемология. Работала гемологом в ювелирных и антикварных салонах Петербурга. Присоединяйтесь, наслаждайтесь красотой драгоценных камней, увлекательнейшими историями выдающихся украшений и узнавайте всю правду о самоцветах и их отличиях от подделок. Культивируемый морской жемчуг – это драгоценный камень органогенного происхождения. Это жемчуг, который выращивает в себе сам моллюск, но находится моллюск этот не в море сам по себе, а на жемчужных фермах, за которыми следит человек. Если, например, моллюск находится сам по себе в море, однажды в него попадает какая-то песчинка, которая является для него раздражителем. У моллюска включается защитная реакция, и он начинает засыпать врага своим перламутром слой за слоем. Так формируется абсолютно любой жемчуг – морской и пресноводный, найденный в природе и культивируемый на жемчужных фермах. Если моллюск живет на жемчужной ферме, то никто не ждет, когда в моллюска попадет или не попадет песчинка. В мантию моллюска внедряют так называемое ядрышко, которое моллюск также воспринимает как эту песчинку и начинает также формировать слои перламутра вокруг. Через время это приводит к тому, что внутри раковины моллюска появляется та самая жемчужина. Сегодня вручную отловом природного жемчуга никто практически не занимается. Еще есть ручная ловля жемчужин, например, в Бахрейне, но и там с каждым годом ситуация с поиском становится все хуже. Проблема одна – изменившийся климат и ухудшившаяся экология, да и сами моллюски, многие из них занесены в исчезающие виды и на грани выживания. Ведь чтобы найти одну жемчужину, нужно вскрыть не менее 10 тысяч моллюсков, и это вовсе не гуманно. Поэтому почти во всех странах ловля природного жемчуга запрещена. Сейчас на первое место по значимости и ценности выходит жемчуг культивируемый. Да, его производит моллюск, который вырос на жемчужной ферме, а не на свободе, но в остальном это все отличия такого жемчуга от природного. Многие торговцы имитациями специально придумали миф о том, что культивируемый жемчуг – это синтетика. Как результат, люди уверены, что имитация из пластика с перламутром и культивируемый жемчуг – это одно и то же. Среди дорогих и ценных видов морского жемчуга на первом месте жемчуг южных морей – белоснежный и золотой. На втором месте жемчужины Таити. Это, кстати, единственный в мире черный жемчуг.
на третьем месте жемчуг Акоя. Морской жемчуг южных морей выращивает один из самых крупных моллюсков в мире – Пинктада максима. В отличие от пресноводного жемчуга, где жемчужины вырастают за несколько месяцев, путь образования жемчужины южных морей занимает 3 года. Идеально круглыми из собранной сотни жемчужин южных морей окажутся только 2-3 штуки. Остальные будут иметь разнообразную форму – каплевидные, овальные, форма эллипса, барочная форма, пуговица и так далее. Стоимость одной жемчужины южных морей может превышать и $10 000 за одну жемчужину. Я не буду сегодня рассказывать все особенности всех видов морского жемчуга. Затрону только жемчуг южных морей и его особенности. Главный момент, за что жемчуг южных морей считается самым дорогим в мире, это максимально толстый слой перламутра, который достигает 6 мм, в отличие от других видов морского жемчуга, где толщина перламутра не превышает 2,5 мм. Среди разнообразия оттенков цвета жемчуга южных морей самыми дорогими и ценными считаются белоснежные и золотые жемчужины. В идеале они должны быть полностью круглые, с превосходным блеском и размером, желательно 18-20 мм. Часто мне задают такой вопрос: а как получается золотой цвет? Жемчужину-то окрашивают, что ли? На самом деле золотого цвета жемчужина становится такой благодаря золотистому цвету внутренних створок моллюска. Поэтому и перламутр, которым окутывает жемчужину моллюск, такого цвета – золотого. Жемчуг южных морей может быть только светлых и золотистых оттенков, никаких черных, зеленых и фиолетовых цветов у него никогда не было и нет. Ключевыми характеристиками жемчуга южных морей являются цвет, блеск, дефекты и форма. Каждый из параметров может существенно изменить стоимость жемчужины, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Характеристики в обязательном порядке фиксируются в гемологических сертификатах на жемчуг. Я очень подробно разбираю характеристики жемчуга в своем профессиональном блоге. Ссылку вы видите сейчас вверху, также она будет в описании к этому видео. Сейчас, например, вы видите ожерелье из белого жемчуга южных морей, которое принадлежало принцессе Маргарет, младшей сестре королевы Елизаветы II. И даже невооруженным глазом можно увидеть ямки и бороздки на поверхности каждой жемчужины. Они образовались во время формирования этих жемчужин в теле моллюска. Их называют кизу. Это явное подтверждение того, что даже королевским особам не всегда доступен жемчуг самого высокого качества. А сейчас я покажу вам просто головокружительный жемчуг южных морей. Досмотрите видео до конца. Ну вот эти 8 прекрасных жемчужин прибыли ко мне в Санкт-Петербург. Каждая прилагается 2 сертификата. Сертификат GA и сертификат швейцарской лаборатории GFCO. Я сейчас расскажу о каждой из них более подробно, чем она отличается, какие у нее особенности, характеристики, качества. И они прибыли вот в таких вот изящных коробочках. Вот, каждая закрытая с обеих сторон, да, то есть удобная для транспортировки. А сейчас я вам расскажу уже во всех деталях подробно о каждой из них, чем она отличается и какие у нее удивительные особенности.
Начинаю свой показ с золотой жемчужины Южных морей в 16-10 карат. У нее хороший размер, 13 мм. Дополнительно хочу сказать, что у нее хороший люстр. Люстр — это блеск. Абсолютно бездефектная поверхность и к тому же отличное качество перламутра. А вот следующая наша жемчужина уже чуть крупнее, 18-11 карат, тоже золотая, золотой жемчуг Южных морей. У нее диаметр уже составляет 13,5 мм. Такого размера жемчужина отлично подойдет, на мой взгляд, как акцент, главный акцент в коктейльное кольцо, либо, например, подвеска или обыграть в каком-то роскошном колье. Золотой жемчуг Южных морей, как и белоснежный, является самым ценным, самым дорогим в мире, и, безусловно, за лучшими жемчужинами Южных морей по их качеству охотятся многие мировые ювелирные дома. А далее интересно посмотреть на пару золотых жемчужин с хорошей каратностью 32,36 карата, диаметром 13 мм. Хочу сказать, что такая пара отлично подошла бы к предыдущему или к самой первой жемчужине, чтобы создать из них отличный сет. В сертификате GIA указано, что у этой пары очень хорошее соответствие жемчужин друг к другу. Что это значит? Это значит, что две этих жемчужины максимально идентичны и подходят друг к другу очень хорошо. То есть внешне они практически неотличимы друг от друга. Как жемчуг Южных морей, так и жемчуг Таити и так далее. И другой морской жемчуг крайне сложно подобрать жемчужины на пары, потому что по оттенкам тона, по обертону, по люстру, по каким-то элементам дефектности они все равно будут отличаться по размерам. И получается, что чтобы подобрать одну пару таких жемчужин, нужно пересмотреть не 1000 таких жемчужин, чтобы выбрать действительно превосходное качество. А вот следующая жемчужина, вы, наверное, ей удивитесь. Это белая жемчужина с небольшой каратностью, всего 8,41 карат, небольшой каратностью с поправкой именно для южного жемчуга, с размером всего 10 мм, но это тоже белая жемчужина, белоснежная, Южных морей. Интересно, что многие убеждены, что жемчуг Южных морей должен быть исключительно гигантского размера, да, то есть очень крупный, и маленьких жемчужин Южных морей не бывает. На самом деле бывают, просто редко они попадают на, в принципе, мировой рынок. Почему? Потому что все стараются дорастить до более крупного размера, чтобы, безусловно, такая жемчужина и стоила в дальнейшем дороже. Хотя далеко не всегда, и в Бусти, в своем профессиональном блоге на Бусти я об этом рассказываю, далеко не всегда именно от размера жемчужины Южных морей зависит ее стоимость. В данном случае эта жемчужина, как говорится, хоть маленькая, но удаленькая, потому что она обладает таким качеством, как превосходный блеск, что принципиально ставит ее на другую ступень по стоимости. А вот под номером 5 у нас представлены пара белых жемчужин Южных морей, тоже с небольшой каратностью. Из предыдущей жемчужины они тоже могли бы составить сет. Суммарно это 10,81 карата, порядка 10 мм размер каждой жемчужины. Также в сертификате GIA указано, что они обладают превосходным блеском, отличным качеством перламутра. И, конечно, вживую это видно еще более ярко, потому что в этом блеске вы практически можете увидеть себя. Это просто потрясающе смотрится. Ну и, наконец, мы добрались до сердца этой коллекции. Это белоснежная жемчужина под номером 6, 18,62 карата. Почему я считаю ее настоящей уникальной находкой? Размер ее составляет 13,8 мм. Красота ее заключается, безусловно, в превосходном блеске, который также подтвержден сертификатом GIA. Но самое главное и самое потрясающее, она обладает розовым обертоном. Обертон – это такой дополнительный цвет, который появляется при попадании на жемчужину солнечного света. Так вот, далеко не всегда это показано на камеру, но вживую это удивительно смотрится, когда розовый отцвет начинает касаться этой жемчужины. И, знаете, она прям как будто бы вспыхивает немножечко другим цветом. Это просто великолепно. Ну и, наконец, завершает наш парад красоты золотая жемчужина в 17,74 карата с очень хорошим блеском, отсутствием дефектов поверхности и кизу. Кстати, об этом можете узнать тоже на Бусти, что это такое. И самое главное, очень хорошим размером, который позволит воплотить все самые интересные ювелирные фантазии.
Ну как, понравился вам этот жемчуг? По-моему, он просто бесподобен. Всего у меня 8 коробочек, правда, доступны к покупке только 7 из них. Поэтому пишите, узнавайте цены, узнавайте условия доставки приобретения. Всем хорошего дня, отличного настроения и до новых встреч!